Галактика больше не боялась людей. Теперь она пыталась понять, почему именно они изменили ее будущее. Он сделал шаг, который не смогла предсказать сама Вселенная. Когда другие выбирали войну, человек сделал невозможный выбор. Иногда безумие человека становится единственным шансом выжить. Истина, скрытая тысячелетиями, наконец выбрала своего свидетеля. Она ждала смерти. Но человек сделал первый шаг, которого не ожидала вся галактика. Почему человек спасает врага, если знает, что именно этот выбор однажды может обречь на гибель целый мир? Этот вопрос родился задолго до того, как она открыла глаза. Но ответ начал существовать именно сейчас, в холодной тишине корабля, где каждый вдох казался украденным у смерти. Сознание возвращалось медленно, словно кто-то осторожно вытаскивал ее из бесконечной бездны, не позволяя снова сорваться вниз. Первым ощущением была не боль. Боль всегда приходила позже. Сначала пришла пустота. Тяжелая, беззвучная, лишенная времени. Затем появился холод. Не природный холод космоса, а искусственный, идеально рассчитанный человеческими системами для стабилизации чужой биологии. Она не двигалась. Не потому, что не хотела. Тело просто еще не принадлежало ей. По тонким нервным волокнам медленно возвращались сигналы. Каждая мышца будто вспоминала собственное предназначение. Сенсорные пластины, покрывавшие серебристо-синюю кожу, постепенно оживали, принимая информацию об окружающей среде. Воздух был чистым. Слишком чистым. Ни единой частицы органической пыли. Лишь слабый запах стерильного металла и переработанного кислорода. Человеческий корабль. Мысль возникла мгновенно. Значит, все закончилось. Ее народ рассказывал детям всего одну истину о людях. Попасть к человеку означало умереть. Не существовало историй о спасенных. Не существовало пленных. Не существовало второго шанса. Люди не брали врагов живыми. Именно поэтому ее сердце не ускорило ритм. Она не паниковала. Она просто ждала. Смерть была понятнее неизвестности. С трудом открыв глаза, она увидела матовый серый потолок. Никаких украшений. Никаких символов победителей. Только ровные панели, скрывающие инженерные системы корабля. Все выглядело удивительно простым. Почти скучным. Так не строят помещения те, кто любит демонстрировать превосходство. Она попыталась приподнять голову. На этот раз тело подчинилось. Перед ней открывался небольшой медицинский отсек. Освещение было мягким. Температура идеально соответствовала ее физиологии. Микродроны медленно кружили возле диагностических терминалов, но ни один не приблизился к ней без необходимости. Ее не удерживали. Не было энергетических оков. Не было магнитных фиксаторов. Не было даже защитного поля. Это не укладывалось ни в одну известную ей модель человеческого поведения. Тогда она увидела его. Человек стоял возле обзорного экрана. Высокий, но значительно ниже большинства представителей ее расы. Темная форма без знаков отличия. Никаких наград. Никакой демонстрации власти. Руки спокойно лежали за спиной.
Он смотрел вовсе не на нее. Он наблюдал за звездами. Будто ее присутствие не имело никакого значения. Именно это напугало сильнее всего. Опытные хищники никогда не отвлекались от добычи. Но человек не выглядел охотником. Он выглядел человеком, который уже все решил. Она ждала. Секунда. Минута. 2. Он не приближался. Не задавал вопросов. Не изучал ее. Даже не пытался вызвать страх. Тишина постепенно становилась тяжелее любого оружия. Ее сознание отчаянно искало скрытый смысл происходящего. Возможно, это психологическая подготовка. Возможно, люди сначала позволяют пленнику расслабиться. Потом ломают. Так поступали многие цивилизации. Но время продолжало идти. Ничего не менялось. Человек лишь спокойно проверил данные на одном из экранов, сделал несколько коротких отметок и снова вернулся к наблюдению за космосом. Она внимательно изучала его движения. Ни одного лишнего жеста. Ни одной резкой реакции. Каждое действие выглядело настолько естественным, будто он выполнял привычную работу. Это раздражало. Если ее должны были убить, почему никто не спешил? Если собирались допрашивать, почему молчали? Если планировали использовать, зачем лечили настолько тщательно? Внутри нее впервые появилась мысль, которую она сразу попыталась уничтожить. А если все, чему учили с детства, было неполной правдой? Нет. Этого не могло быть. Галактические архивы не ошибаются. Совет старших никогда не лгал. Люди действительно были самой опасной расой известных систем. История знала десятки цивилизаций, исчезнувших после столкновения с человечеством. И все же, ни одна из этих историй не объясняла происходящее сейчас. Она осторожно опустила ноги на холодный пол. Мышцы дрожали. Однако никто не попытался ее остановить. Человек лишь слегка повернул голову. Их взгляды впервые встретились. Она ожидала увидеть ненависть. Или презрение. Или холод победителя. Но увидела лишь спокойную внимательность человека, который оценивает состояние пациента. Не врага. Не пленника. Пациента. Это было невозможно. Он сделал один медленный шаг вперед. Ровно настолько, чтобы она понимала, при необходимости он успеет остановить любую ее попытку нападения. Но не ближе. Он уважал границу. Ее границу. Наконец прозвучали первые слова. Голос оказался неожиданно спокойным. Низким. Усталым. Без малейшего намека на угрозу. Вы уже можете самостоятельно стоять. Это хороший признак. Значит, организм принял лечение лучше, чем ожидалось. Он говорил через универсальный переводчик. Без приказов. Без требований. Без допроса. Она молчала. Он тоже. Снова наступила тишина. Но теперь она ощущалась иначе. Не как ожидание казни, а как пространство, в котором ей позволяли сделать первый выбор самостоятельно. И именно этот выбор оказался страшнее любого оружия. Потому что если человек действительно оставлял выбор врагу, тогда рушилась не только ее вера. Рушился весь порядок, на котором тысячи циклов держалась галактическая война. Она продолжала смотреть на человека, не понимая, что пугает сильнее,
его присутствие или отсутствие любой ожидаемой жестокости. Все внутри нее требовало найти скрытую ловушку. Инстинкты, воспитание, военная подготовка, каждый прожитый цикл убеждал ее, что подобного поведения не существует. Любая цивилизация, столкнувшаяся с врагом, действовала по одним и тем же законам. Захватить. Использовать. Ликвидировать. Человек же словно существовал вне этих правил. Он медленно подошел к встроенному терминалу, ввел несколько команд и, не оборачиваясь, спокойно произнес: «Через несколько минут закончится последняя стадия восстановления. После этого вы сможете свободно передвигаться по отсеку. Пытаться бежать бессмысленно. Не потому, что я не позволю. Просто вокруг нет ничего, кроме открытого космоса». Она удивилась не словам, а тому, как они были сказаны. Без угрозы. Без насмешки. Как обычное предупреждение. Словно он объяснял очевидную вещь человеку, а не представителю враждебной расы. Ее внутренние сенсоры окончательно восстановились. Теперь она чувствовала гораздо больше. Температура действительно была подобрана специально под особенности ее организма. Гравитация отличалась от человеческого стандарта всего на несколько процентов, снижая нагрузку на поврежденные ткани. Даже уровень влажности соответствовал климату ее родной планеты. Это невозможно было объяснить случайностью. Кто-то заранее изучил ее биологию. Причем изучил не для экспериментов. Для лечения. Она медленно подняла взгляд на человека. Почему? Первое слово далось тяжело. Переводчик слегка исказил интонацию, но смысл остался понятен. Человек спокойно посмотрел на нее. Несколько секунд он молчал. Будто подбирал не ответ, а наиболее честную формулировку. Потому что вы были ранены. Вот и все. Никаких философских речей. Никаких политических заявлений. Только одна короткая фраза. Она моргнула. «Я ваш враг». Возможно. Ответ последовал почти сразу. Но в тот момент вы были прежде всего раненым живым существом. Ее дыхание сбилось. Такого ответа не существовало в ее представлении о Вселенной. Она пыталась найти скрытый смысл. Манипуляцию. Ложь. Но не находила. Человек вновь отвернулся к обзорному экрану. Разговор явно был закончен с его стороны. Он не пытался убедить ее. Не добивался благодарности. Он просто вернулся к работе. Именно это постепенно разрушало ее защиту. Любой пропагандист убеждал бы. Любой дипломат объяснял бы. Любой командир демонстрировал бы силу. Этот человек не делал ничего. Он позволял фактам говорить вместо него. Прошло еще несколько минут. Она осторожно сделала первый шаг. Потом второй. Боль почти исчезла. Медицинские технологии людей значительно превосходили все, что ей приходилось видеть раньше. И все же самым невероятным оставалось другое. За все это время человек ни разу не прикоснулся к оружию. Хотя оружие у него, безусловно, было. Она ощущала его. Опыт разведчика невозможно обмануть. Каждое движение человека говорило о многолетней подготовке. Он двигался слишком экономно. Слишком устойчиво. Так двигались только те, кто привык жить там, где одна ошибка стоила жизни. Но почему тогда он выглядел обычным офицером? Без сопровождения. Без охраны.
без знаков высокого ранга. Словно вся его опасность существовала только внутри него самого. Именно тогда корабль едва заметно дрогнул. Настолько слабо, что обычный человек, возможно, ничего бы не почувствовал. Но ее биология уловила изменения раньше систем. Она резко подняла голову. Человек уже смотрел на главный тактический экран. На его лице ничего не изменилось. Но движения стали быстрее. Четче. Исчезла даже та едва заметная расслабленность, которая была раньше. Он не произнес ни слова. Пальцы уверенно двигались по панели управления. На экране начали появляться десятки новых траекторий. Предупреждения. Расчеты. Неизвестные сигнатуры. Она почувствовала, как по позвоночнику пробежал холод. Это были они. Ее народ. Они нашли след корабля. Она знала, что произойдет дальше. По всем законам войны человек обязан избавиться от нее. Любой капитан уничтожил бы потенциальный источник риска прежде, чем начнется бой. Так было правильно. Так было логично. Так поступали все цивилизации. Она медленно закрыла глаза. Если конец наступит сейчас, пусть будет быстро. Но вместо звука выстрела она услышала совсем другое. Спокойный голос человека. «Пристегнитесь». Она открыла глаза. Что? Он впервые посмотрел прямо на нее. В его взгляде появилась твердость, которой раньше не было. Сейчас будет очень резкий маневр. Она все еще не понимала. Человек продолжил работать. Корабль начал стремительно менять курс. Не к безопасному сектору. Не к ближайшей базе. А прямо в область нестабильных гравитационных разломов, место, куда не входил ни один здравомыслящий капитан. Именно тогда она окончательно осознала страшную истину. Этот человек только что нарушил первое правило галактической войны. Он не избавился от врага. Он собирался рисковать собственной жизнью, чтобы спасти ее. И в тот самый момент где-то глубоко внутри впервые родилось чувство, которого она боялась сильнее смерти. Надежда. Он доверял не вычислениям, а человеческому опыту, которого враги не смогли предугадать. Если бы кто-нибудь сказал ей еще несколько дней назад, что однажды она добровольно останется рядом с человеком, она бы сочла это безумием. Теперь же безумием казалось все остальное. Ни человек, ни корабль, ни лечение, а вся жизнь, в которую она верила раньше. Корабль резко ушел вниз по гравитационной дуге. Корпус задрожал. Свет на мгновение погас. Затем аварийные системы мгновенно переключились на резервное питание. Искусственная гравитация исчезла. Она почувствовала, как тело медленно отрывается от пола. Человек уже был пристегнут к командному креслу. Одной рукой он удерживал управление, другой быстро вводил новые координаты. На его лице не было паники. Лишь абсолютная сосредоточенность. На главном экране десятки алых отметок стремительно сокращали дистанцию. Она сразу узнала их. Разведывательные корабли конклава Сайрен. Ее собственного народа. Они не вели переговоров с теми, кого считали угрозой. Если цель попадала в список устранения, ее уничтожали без предупреждения. Всегда. Она непроизвольно сделала шаг к обзорному экрану. Они не остановятся. Человек спокойно кивнул. Я знаю. Тогда почему вы?
Он не дал ей закончить. Потому что сейчас они охотятся не только за вами. Она нахмурилась. Что это значит? Ответа не последовало. Вместо этого человек резко перевел корабль в новое вращение. Перегрузка ударила так сильно, что даже ее усиленная биология едва выдержала. За иллюминаторами пространство словно разорвалось. Гравитационные потоки переплетались, образуя гигантские сверкающие вихри. Любая ошибка здесь означала мгновенную смерть. Именно поэтому ни одна армия не использовала этот сектор. Кроме людей. Она смотрела на пилотирование почти завороженно. Компьютер постоянно предупреждал об опасности. Несколько маршрутов уже были помечены как невозможные. Но человек продолжал выбирать именно их. Словно видел что-то, чего не замечали даже вычислительные системы. Через несколько секунд корабль проскользнул между двумя нестабильными разломами. Сигналы преследователей исчезли. Не потому, что они отказались от погони. Они просто больше не могли просчитать траекторию человека. В отсеке вновь стало тихо. Человек медленно отпустил штурвал. Только теперь она заметила тонкую струйку крови, медленно стекающую из-под его левого рукава. Он был ранен. И, судя по всему, уже давно. Но за все время не произнес ни слова. Не пожаловался. Не снизил темп работы. Он спокойно открыл медицинский шкаф, достал небольшую повязку и начал самостоятельно обрабатывать рану. Без спешки. Будто подобное происходило ежедневно. Она невольно приблизилась. «Вам нужна помощь». Человек поднял глаза. На его лице появилась едва заметная улыбка. Совсем короткая. Почти незаметная. Уже лучше. Это не ответ. А другого пока нет. Она замолчала. С каждой минутой он становился все более непонятным. Любой представитель ее народа давно бы потребовал благодарности. Любой военный использовал бы ситуацию для давления. Этот человек словно вообще не думал о собственной выгоде. Она впервые внимательно рассмотрела его лицо. Возраст определить было трудно. Легкие следы усталости вокруг глаз. Несколько старых шрамов. Не боевых. Скорее полученных за долгие годы тяжелой работы. Его руки тоже были необычными. Не руками аристократа. Не руками штабного офицера. Это были руки человека, который привык чинить оборудование собственными силами. Она вспомнила его форму. На ней действительно не было знаков высокого командования. Только маленькая эмблема инженерного корпуса. Инженер. Невозможно. Так не пилотируют корабли обычные инженеры. Так не действуют люди без серьезного боевого опыта. Очередная загадка. Человек закончил перевязку и вновь подошел к обзорному экрану. Через 4 часа мы выйдем из зоны разломов. А потом станет гораздо опаснее. Она внимательно посмотрела на него. «Почему вы мне это рассказываете?» Он пожал плечами. «Потому что вы имеете право понимать ситуацию». Эти слова снова разрушили привычную картину мира. Право. Ее народ не употреблял это понятие по отношению к пленным. Вообще. В этот момент внутреннюю тишину корабля нарушил новый сигнал. Не тревога. Не боевая сирена. Простой звуковой запрос связи. На экране появилось сообщение. Неизвестный передатчик.
Человек несколько секунд молча смотрел на идентификатор. Впервые за все время она увидела в его глазах не тревогу, а сожаление. Он тихо выдохнул. Они нашли нас быстрее, чем я рассчитывал. Она еще не знала, кто скрывается по ту сторону канала связи. Но инстинкты подсказывали одно. Настоящие испытания только начинались. Человек не спешил принимать вызов. Несколько долгих секунд он просто смотрел на мигающий индикатор, словно заранее знал, чей голос прозвучит через несколько мгновений. Затем спокойно коснулся панели управления. Экран ожил. Появилось изображение. Высокая фигура в темно-серой броне стояла в центре капитанского мостика неизвестного корабля. Его лицо пересекали тонкие светящиеся линии, характерный признак высшего командования конклава Сайрен. За его спиной молча работали десятки офицеров. Она мгновенно узнала его. Командующий Раэл Тор. Человек, которого в ее народе называли хранителем законов войны. Если он лично возглавил преследование, значит, ситуация гораздо серьезнее, чем она предполагала. Раэл внимательно посмотрел прямо в объектив. Его взгляд сразу остановился на человеке. Капитан Маркус Хейл. Человек спокойно кивнул. Командующий. Передайте нам беглянку. Никаких угроз. Никаких эмоций. Просто требования. Человек молчал. Раэл продолжил почти тем же спокойным голосом. Мы не заинтересованы в конфликте с Земной Федерацией. Наш спор касается исключительно нашего гражданина. Передайте ее, и этот инцидент закончится. Она почувствовала, как внутри все сжалось. Вот теперь все становилось понятным. Человек сможет уйти. Без войны. Без преследования. Без риска. Нужно лишь сделать один шаг. Передать ее. Это было бы правильно. Разумно. Рационально. Она уже собиралась сама выйти вперед, когда услышала ответ. Нет. Одно короткое слово. Произнесенное настолько спокойно, будто речь шла о выборе маршрута. Даже Раэл слегка изменился в лице. Повторите. Я сказал нет. Наступила тишина. Командующий долго изучал человека. Потом медленно произнес. Вы понимаете последствия? Да. Она владеет информацией государственной важности. Возможно. Она нарушила законы собственного народа. Это ваши внутренние вопросы. Раэл впервые повысил голос. Совсем немного. Но этого оказалось достаточно. Тогда почему вы вмешиваетесь? Человек некоторое время молчал. Она внимательно смотрела на него. Ей казалось, сейчас он назовет какую-то политическую причину. Военный договор. Приказ. Инструкцию. Но Маркус неожиданно сказал совсем другое. Потому что она попросила помощи. Она застыла. Нет. Она никогда не просила. Она даже не разговаривала с ним. Раэл тоже нахмурился. Она не обращалась к вам. Маркус спокойно посмотрел прямо в камеру. Ни словами. В этот момент она поняла. Он говорил о другом. О том моменте, когда нашел ее среди обломков разрушенной станции. Когда она уже почти потеряла сознание. Когда все ее тело буквально кричало о помощи, хотя сама она уже не могла произнести ни звука.
Для человека этого оказалось достаточно. Раэл медленно выпрямился. «Значит, вы готовы поставить под угрозу жизни собственного экипажа ради чужака?» Маркус ответил не сразу. Он посмотрел на звезды за обзорным экраном. Будто искал правильное слово. «Если однажды мы начнем выбирать, кого можно спасать, а кого нельзя». Он ненадолго замолчал. «Тогда мы перестанем быть людьми». Она почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. Это были некрасивые слова. Это была убежденность. Та самая спокойная сила, которую невозможно сыграть. Раэл тоже понял это. Он медленно кивнул. «Теперь я начинаю понимать, почему галактика считает человечество непредсказуемым». Маркус ничего не ответил. Связь оборвалась. Экран погас. В отсеке вновь воцарилась тишина. Но теперь она уже была совсем другой. Она знала, что после такого разговора дороги назад больше нет. Раэл никогда не отступал. Он не станет атаковать сразу. Он изучит человека. Перестроит тактику. Начнет думать как настоящий охотник. А значит, следующая встреча будет гораздо опаснее. Она медленно повернулась к Маркусу. «Вы только что объявили войну моему народу». Он отрицательно покачал головой. «Нет». «Тогда что вы сделали?» Маркус посмотрел ей прямо в глаза. Его голос оставался таким же спокойным. «Я просто отказался нарушить собственные принципы». Она не нашла слов. Впервые за долгие годы вся ее система убеждений дала трещину. В ее мире законы существовали выше личности. У людей же, похоже, существовало нечто еще более сильное. То, что нельзя было измерить приказами. То, ради чего человек был готов принять последствия заранее. Она медленно подошла к обзорному экрану. За прозрачной броней корабля бесконечный космос оставался таким же холодным и безразличным. Но теперь ей казалось, что изменилась не Вселенная. Изменилось ее собственное понимание. И где-то глубоко внутри родился вопрос, которого раньше просто не существовало. Что, если самым опасным оружием человечества были вовсе не их корабли, а их способность оставаться людьми именно тогда, когда вся галактика ожидала обратного? Иногда самая страшная угроза появляется без единого выстрела. И уже слишком поздно бежать. Что страшнее для галактики, человек, который умеет убивать, или человек, который каждый день сознательно выбирает этого не делать? Именно этот вопрос не давал ей покоя, пока человеческий корабль бесшумно скользил сквозь мертвые гравитационные разломы, где даже свет казался осторожнее обычного. После разговора с Райлом все изменилось. Внешний корабль оставался таким же спокойным. Те же тихие коридоры. Те же ровные вибрации двигателей. Тот же размеренный гул энергетического реактора. Но теперь за этой тишиной скрывалось ожидание. Она чувствовала его почти физически. Маркус тоже чувствовал. Он не говорил об этом. Но она начала замечать детали, которые раньше ускользали. Каждый раз, проходя по коридору, он невольно задерживал взгляд возле аварийных шлюзов. Во время проверки систем всегда оставлял открытым тактический экран. Перед сном дважды обходил корабль. Не потому, что боялся. Потому что привык готовиться заранее. Это была не тревога. Это была дисциплина. Она все чаще ловила себя на том, что наблюдает за ним. Не как разведчик изучает противника. Иначе. С любопытством.
каждый его день был удивительно простым. Просыпался раньше корабельного цикла. Проверял инженерные узлы. Сам менял фильтры системы охлаждения, хотя это давно могли делать автоматические дроны. Лично диагностировал медицинский модуль. Даже пищевой синтезатор иногда настраивал вручную. Она однажды не выдержала. «Почему вы все делаете сами?» Маркус, не прекращая работу, спокойно ответил. «Потому что машина знает инструкцию». Он снял поврежденный блок питания. А человек замечает то, чего в инструкции нет. Она долго молчала. Такого ответа она тоже никогда раньше не слышала. В ее цивилизации ручной труд считался уделом низших каст. Чем выше статус, тем меньше ты работал собственными руками. Здесь все выглядело наоборот. Человек, способный провести корабль через смертельную аномалию, спокойно ремонтировал систему вентиляции. Словно это было совершенно естественно. Она постепенно начинала понимать одну странную особенность людей. Они не разделяли работу на важную и неважную. Они просто делали то, что было необходимо. На 4-й день Маркус впервые пригласил ее в общий отсек. Никакой церемонии. Он лишь поставил на стол 2 одинаковые металлические кружки. «Хотите попробовать человеческий чай?» Она удивленно посмотрела на жидкость. Слабый аромат неизвестных растений наполнил помещение. «Это безопасно». Маркус усмехнулся. «Если бы хотел вас отравить, вряд ли ждал бы столько дней». Она неожиданно поймала себя на том, что тоже едва заметно улыбнулась. Совсем чуть-чуть. Наверное, впервые за многие циклы. Она осторожно сделала маленький глоток. Напиток оказался теплым. Немного горьким. Но после него внутри появилось странное ощущение спокойствия. Маркус спокойно пил молча. Он не пытался поддерживать разговор. Не задавал неудобных вопросов. Тишина рядом с ним больше не казалась тяжелой. Она постепенно становилась комфортной. Именно это пугало сильнее всего. Потому что страх исчезал. На его месте появлялось доверие. А доверять человеку означало предать все, чему ее учили. Через несколько часов корабельный компьютер неожиданно подал сигнал. На обзорном экране появилась огромная область космоса. Пустая. Слишком пустая. Маркус сразу перестал пить чай. Его лицо вновь стало серьезным. Он быстро подошел к панели управления. Что случилось? Это и есть проблема. Она посмотрела на экран. Здесь ничего нет. Маркус кивнул. Именно. Она не поняла. Человек увеличил изображение. Видите? Только теперь она заметила едва заметное мерцание пространства. Очень слабое. Почти незаметное. Но оно двигалось. Маскировочное поле. Тихо произнесла она. Маркус молча подтвердил. Кто-то прятал целый флот. Причем настолько искусно, что даже сенсоры человеческого корабля обнаружили его лишь по микроскопическим гравитационным искажениям. Она почувствовала холод. Это не мой народ. Знаю. Тогда кто? Маркус не ответил. Он уже быстро перестраивал курс. Она заметила еще одну странность. Он не уходил. Он приближался. Вы собираетесь посмотреть? Да. Это самоубийство. Возможно. Тогда почему?
Маркус спокойно посмотрел на нее. Потому что если неизвестный флот скрывается именно здесь. Он сделал короткую паузу. Значит, кто-то готовится к войне, о которой еще никто не знает. Она почувствовала, как сердце забилось быстрее. Ее народ не имел здесь флота. Люди тоже. Получалось. В галактике появился кто-то третий. И этот кто-то обладал технологиями, которых она никогда раньше не видела. Корабль медленно вошел в зону аномалии. Все приборы одновременно начали показывать противоречивые данные. Навигация исчезла. Связь пропала. Даже внутренние часы корабля внезапно остановились. Маркус впервые за все время нахмурился. Очень слабо. Но этого оказалось достаточно, чтобы она поняла. Даже он не ожидал увидеть нечто подобное. И в этот момент прямо перед кораблем медленно открылась абсолютная темнота. Не космос. Не разлом. А гигантская искусственная конструкция, размеры которой невозможно было оценить. Она словно появилась из пустоты. Без единого сигнала. Без предупреждения. И прежде чем Маркус успел изменить курс, неизвестный объект включил систему захвата. Корабль перестал подчиняться управлению. В следующую секунду весь корабль содрогнулся так сильно, словно сама ткань пространства сомкнулась вокруг него. Свет погас. На долю мгновения исчез даже привычный гул реактора. Наступила абсолютная тишина, настолько глубокая, что она услышала собственное сердцебиение. Затем все вернулось одновременно. Освещение вспыхнуло. Системы ожили. Но главное предупреждение осталось красным. Управление перехвачено. Маркус мгновенно оказался у центральной консоли. Его пальцы двигались с невероятной скоростью. Он отключал один модуль за другим, словно заранее знал, какие системы необходимо пожертвовать, чтобы сохранить и остальные. Реактор. Работает. Навигация. Потеряна. Связь. Заблокирована. Он говорил это не ей. Он разговаривал сам с собой, выстраивая решение быстрее, чем корабельный компьютер успевал анализировать ситуацию. Она внимательно наблюдала. Человек ни разу не проявил паники. Даже сейчас. Он лишь становился спокойнее. Это снова казалось невозможным. Большинство существ теряли способность ясно мыслить именно в момент неизвестности. Люди, похоже, наоборот. Она подошла ближе. Что это за технология? Маркус коротко покачал головой. Никогда раньше не видел. Эти слова прозвучали неожиданно. Он честно признал собственное незнание. Для нее это стало еще одним открытием. Военачальники ее народа никогда не признавали, что чего-то не знают. Считалось, что это проявление слабости. Маркус же говорил спокойно. Без малейшего смущения. В этот момент корабль начал медленно двигаться. Самостоятельно. Без участия двигателей. Их словно притягивало внутрь гигантской конструкции. Она почувствовала знакомое ощущение. Не физическое. Интуитивное. Так чувствует добыча, когда понимает, что ловушка уже захлопнулась. «Мы не сможем уйти», — тихо произнесла она. Маркус несколько секунд молчал. Затем неожиданно выключил почти все основные системы. В отсеке стало значительно темнее. Она удивленно посмотрела на него. «Что вы делаете?»
прячу нас. Но они уже захватили корабль. Именно поэтому они ожидают сопротивления. Он отключил последний активный передатчик. Значит, получит тишину. Она непонимающе нахмурилась. Маркус впервые посмотрел прямо на нее. Очень часто противник начинает ошибаться именно тогда, когда не получает ожидаемой реакции. Она медленно повторила эти слова про себя. Это была совсем другая логика войны. Ни сила, ни скорость, ни превосходство. Предсказуемость. Вернее, умение ее разрушать. Именно тогда она впервые вспомнила рассказы о человеческих полководцах, которые изучали еще в академии. Тогда преподаватели называли их методы примитивными. Теперь же многое неожиданно приобретало смысл. Люди редко выигрывали числом. Редко обладали лучшими технологиями. Но они постоянно заставляли противника принимать неправильные решения. Потому что никогда не действовали так, как от них ожидали. Корабль продолжал медленно погружаться внутрь неизвестной станции. Через обзорный экран теперь можно было рассмотреть ее поверхность. Она состояла не из металла, не из кристалла. Материал постоянно менял структуру. Будто огромный живой организм непрерывно перестраивал собственную оболочку. Ее научная подготовка подсказывала, что подобного материала существовать не может. Но он существовал. И это пугало. Неожиданно по всему кораблю прозвучал мягкий незнакомый сигнал. Не тревога. Не предупреждение. Скорее приглашение. На центральном экране появились символы. Ни один известный переводчик не смог их распознать. Даже ее собственная память не находила совпадений. Маркус внимательно посмотрел на экран. Интересно. Она удивленно повернулась. Вас это интересует? Он спокойно улыбнулся. Если кто-то способен создать подобную технологию. Он сделал небольшую паузу. Значит, сначала стоит понять, чего они хотят. Она покачала головой. У вас всегда такой подход? Почти всегда. Даже когда вам угрожает смерть? Маркус посмотрел на нее так спокойно, что она невольно задержала дыхание. Особенно тогда. Эти два слова почему-то запомнились ей сильнее всего. Особенно тогда. Она начала понимать еще одну особенность людей. Страх не исчезал. Они просто не позволяли ему принимать решения вместо себя. Именно в этот момент корабль окончательно остановился. Наступила абсолютная тишина. Через несколько секунд медленно открылся внешний шлюз. Но никто не вошел. Коридор за пределами корабля был пуст. Слишком пуст. Освещение работало. Воздух соответствовал большинству известных форм жизни. Давление было идеальным. Однако сенсоры фиксировали полное отсутствие любых биологических объектов. Словно огромная станция специально ждала именно их. Маркус медленно застегнул форму до самого воротника. Проверил маленький аварийный набор. Но оружие брать не стал. Она заметила это сразу. «Вы идете без оружия». Он спокойно ответил. «Если они хотели нас убить». Он посмотрел на открытую дверь. Они могли сделать это еще 10 минут назад. Она замолчала. Опять та же человеческая логика. Сначала понять. Потом действовать. Маркус сделал первый шаг к открытому шлюзу. Она машинально последовала за ним.
И как только они пересекли границу корабля, далеко впереди медленно вспыхнул мягкий серебристый свет. В глубине бесконечного коридора появилась одинокая человеческая фигура. Но уже через секунду они оба поняли страшную деталь. Это был не человек. Это было существо, которое идеально выглядело как человек. И оно уже произнесло первое слово. Они еще не знали, что именно здесь скрывался ответ, способный изменить судьбу галактики. Почему существо, способное принять человеческий облик, встретило их не оружием, а улыбкой? Именно этот вопрос заставил Маркуса остановиться. За долгие годы службы он научился доверять не глазам, а тому тихому ощущению, которое появлялось за секунду до настоящей опасности. И сейчас это чувство говорило одно: перед ними стояло нечто гораздо более древнее, чем любая известная цивилизация. Фигура медленно приблизилась. Каждое движение выглядело безупречно человеческим. Та же походка. То же дыхание. Даже сердечный ритм соответствовал норме. Но что-то все равно оставалось неправильным. Она почувствовала это сразу. Инстинкты ее народа молча кричали об угрозе. Не потому, что существо выглядело страшно. Наоборот. Оно выглядело слишком правильно. Слишком идеально. Маркус остановился. Ни шага вперед. Ни шага назад. Незнакомец первым нарушил молчание. «Добро пожаловать». Голос звучал спокойно. Тепло. Почти дружелюбно. Но переводчик не работал. Каждое слово почему-то сразу возникало у них в сознании. Будто язык был не звуком, а мыслью. Она невольно сделала шаг назад. Такой технологии не существовало. Незнакомец слегка наклонил голову. Бояться естественно. Маркус внимательно посмотрел на него. «Кто вы?» Существо некоторое время молчало. Затем спокойно ответило. «Мы были здесь задолго до появления ваших народов. И останемся после того, как исчезнут последние звезды этой эпохи». Ответ ничего не объяснял. Но Маркус не стал задавать следующий вопрос. Вместо этого он спросил совсем другое. «Зачем вы остановили наш корабль?» Незнакомец неожиданно улыбнулся. «Потому что хотели увидеть человека, который нарушил вероятность». Она нахмурилась. Что это значит? Теперь существо впервые посмотрело прямо на нее. Его взгляд оказался удивительно спокойным. Без высокомерия. Без жалости. По всем расчетам ты должна была погибнуть. Оно медленно перевело взгляд обратно на Маркуса. А он должен был позволить этому случиться. Но человек выбрал невозможный вариант. Наступила тишина. Она почувствовала, как внутри становится холодно. Вы наблюдали за нами. Очень внимательно. Маркус спокойно скрестил руки. Тогда вы знаете, что мы не ищем конфликта. Именно поэтому вы здесь. Эти слова прозвучали неожиданно. Существо медленно пошло дальше по коридору. «Следуйте за мной». Никто не двигался. Оно остановилось. «Если бы мы желали вашей смерти». Перед ними мгновенно возникла голограмма. Нет. Это не была запись. Они словно увидели альтернативную реальность. Ту самую станцию, где Маркус нашел ее несколько дней назад. Но теперь все происходило иначе. Человек проходил мимо, не замечая раненую девушку.
Через несколько минут она умирала. Затем события стремительно менялись. Ее народ обвинял людей в убийстве. Начиналась война. Колонии исчезали одна за другой. Планеты превращались в пепел. Миллиарды существ погибали. Голограмма исчезла. Коридор снова стал пустым. Она медленно перевела взгляд на Маркуса. Тот продолжал молчать. Существо спокойно произнесло. Это была наиболее вероятная линия будущего. «А сейчас?» — спросил Маркус. «Сейчас вероятность разрушена». Она почувствовала, как сердце начинает биться быстрее. Получается. Одно решение. Один человек. Один поступок. Изменил историю целой галактики. Но Маркус неожиданно покачал головой. Нет. Существо удивленно посмотрело на него. Почему нет? Маркус спокойно ответил. Будущее изменил не я. Он посмотрел на нее. Она тоже сделала выбор. Она застыла. Какой выбор? Ты могла попытаться убить меня еще на корабле. Могла отправить сигнал своему флоту. Могла воспользоваться десятками возможностей. Но каждый раз выбирала другое. Она молчала. Потому что понимала. Он был прав. Он заметил все. Даже то, о чем она сама старалась не думать. Существо долго смотрело на Маркуса. Потом неожиданно рассмеялось. Очень тихо. Почти по-человечески. Именно поэтому ваши расчеты невозможно завершить. Наши. Да. Мы изучаем цивилизации уже миллионы лет. Любой разум подчиняется вероятности. Кроме людей. Маркус слегка усмехнулся. Это скорее недостаток. Нет. Ответ прозвучал мгновенно. Это единственная причина, по которой Вселенная до сих пор развивается. Она ничего не понимала. Но чувствовала, что постепенно приближается к истине, которую ее народ скрывал многие поколения. Внезапно вся станция содрогнулась. Неожиданно погасло освещение. По бесконечным коридорам прокатилась тяжелая вибрация. Существо впервые изменилось в лице. Спокойствие исчезло. Оно резко повернулось куда-то в темноту. И тихо произнесло. Они нашли нас. Маркус сразу понял. Кто? Ответ заставил замереть их обоих. Те, кто уничтожил нашу цивилизацию. Несколько секунд никто не произносил ни слова. Даже воздух будто стал тяжелее. Она внимательно посмотрела на существо. Еще минуту назад оно казалось абсолютно спокойным. Теперь же в его взгляде впервые появилась эмоция. Не страх. Скорее память. Очень старая память, которая возвращалась лишь тогда, когда прошлое снова становилось настоящим. Маркус нарушил молчание первым. «Я думал, вы сказали, что переживете эту эпоху». Существо медленно кивнуло. «Мы действительно пережили». «Тогда почему?» «Потому что пережить не значит победить». Эти слова эхом разнеслись по пустому коридору. Она почувствовала, как где-то далеко внутри станции начинают пробуждаться огромные механизмы. Пол едва заметно вибрировал. По стенам пробегали серебристые линии энергии. Вся конструкция словно просыпалась после многовекового сна. Перед глазами вспыхнула гигантская голографическая карта. Она занимала весь зал. Тысячи звездных систем.
Сотни маршрутов. И десятки алых точек, которые стремительно приближались к станции. Маркус внимательно изучал карту. Это они. Да. Сколько времени? Существо посмотрело на расчеты. Меньше часа. Она невольно шагнула ближе. Кто они такие? Ответ прозвучал тихо. Но каждое слово ощущалось тяжелее предыдущего. Они не завоевывают. Они стирают. Ради ресурсов? Нет. Ради власти? Нет. Существо медленно покачало головой. Они считают любую развивающуюся цивилизацию ошибкой. Наступила короткая пауза. Их цель. Оно посмотрело прямо на Маркуса. Чтобы Вселенная больше никогда не менялась. По ее спине пробежал холод. Такой враг был страшнее любого завоевателя. Он не хотел управлять жизнью. Он хотел ее остановить. Маркус продолжал спокойно анализировать карту. «Почему вы не ушли отсюда раньше?» Существо долго молчало. «Потому что станция удерживает последний архив». Она нахмурилась. «Какой архив?» Перед ними возникли миллионы светящихся символов. Целые цивилизации. Их история. Наука. Языки. Музыка. Искусство. Память народов, исчезнувших миллионы лет назад. Она замерла. Все это. Единственные сохранившиеся свидетельства их существования. Маркус медленно выдохнул. Теперь он понимал. Если станция погибнет, исчезнет не просто технология. Исчезнет память. А память невозможно создать заново. Именно тогда по всему комплексу неожиданно завыла тревога. Нечеловеческая. Незнакомая. Совсем другая. Глубокая. Почти живая. Красные линии стремительно распространились по стенам. Система сообщала о внешнем вторжении. Существо спокойно закрыло глаза. Они начали взлом защитного поля. Она посмотрела на Маркуса, ожидая приказа. И вдруг осознала странную вещь. За все это время он ни разу никому не приказывал. Даже сейчас. Он просто спросил: «Чем мы можем помочь?» Существо удивленно посмотрело на него. «Вы собираетесь остаться?» Маркус даже не задумался. «Конечно. Но это не ваша война». Он спокойно ответил. «Если уничтожат память всей галактики». Он перевел взгляд на бесконечный архив. «Тогда она станет нашей тоже». Она почувствовала, как внутри все сжалось. Снова. Человек опять делал выбор, который невозможно было объяснить логикой выгоды. Он ничего не получал. Ничего не выигрывал. Кроме возможности защитить тех, кого видел впервые в жизни. Именно тогда она наконец поняла, что чувствовала все последние дни. Это было не восхищение. Не благодарность. Не долг. Это было уважение. Настоящее. Заслуженное. Она медленно сделала шаг вперед. И впервые за все время заговорила без страха. «Я тоже остаюсь». Маркус посмотрел на нее. В его взгляде не было удивления. Будто он заранее знал этот ответ. Он лишь коротко кивнул. Слов не понадобилось. Существо некоторое время молча наблюдало за ними.
Затем неожиданно произнесло: «Теперь я понимаю». Они одновременно посмотрели на него. Почему люди всегда становились переменной, которую невозможно вычислить? В этот момент вся станция снова содрогнулась. Но теперь значительно сильнее. Одна из далеких секций буквально исчезла с голографической карты. Ее больше не существовало. Не разрушилась. Не отключилась. Исчезла. Словно ее никогда не было. Даже существо впервые растеряло спокойствие. Оно медленно прошептало всего одну фразу. И именно она заставила Маркуса впервые за всю историю их знакомства резко изменить выражение лица. Они уже внутри. Галактика больше не боялась людей. Теперь она пыталась понять, почему именно они изменили ее будущее. Что сделает человек, когда поймет, что проиграть можно не только жизнь, но и саму память о существовании целых цивилизаций? Именно этот выбор ждал Маркуса. Не битва за победу. Не сражение за выживание. А решение, которое навсегда изменит представление галактики о том, кем на самом деле являются люди. Слова древнего хранителя еще звучали в тишине станции. Они уже внутри. В тот же миг по всему комплексу прокатилась новая волна вибрации. Свет снова погас. На этот раз окончательно. Лишь серебристые линии на стенах продолжали тускло освещать бесконечные коридоры. Архив начал переходить в аварийный режим. Миллионы светящихся символов стремительно исчезали. Каждая потухшая искра означала потерю чьей-то истории, чьей-то культуры, чьей-то жизни. Маркус внимательно посмотрел на голографическую карту. Красные отметки двигались необычно. Они не наступали единым фронтом. Каждая группа выбирала отдельный сектор станции. Они не искали бой. Они искали ядро архива. Он тихо произнес: «Они знают, куда идти». Хранитель медленно кивнул. «Они всегда знают». Значит, кто-то уже изучал эту станцию. Ответ оказался неожиданным. Нет. Они изучают закономерности. Маркус несколько секунд молчал. Потом вдруг спросил: «Они умеют предсказывать решения?» Хранитель внимательно посмотрел на человека. Почти безошибочно. Маркус неожиданно улыбнулся. Совсем слегка. Она сразу заметила эту улыбку. И вспомнила самый первый день на корабле. Именно так он выглядел перед тем, как провести корабль через смертельные гравитационные разломы. Он что-то понял. Она тихо подошла ближе. «У вас появилась идея». Маркус спокойно ответил: «Пока только предположение». Он снова посмотрел на карту. Если противник умеет рассчитывать наиболее вероятные действия. Он сделал небольшую паузу. Тогда нужно перестать быть вероятным. Хранитель медленно наклонил голову. Будто впервые услышал мысль, которую никогда раньше не рассматривал. Маркус быстро подошел к центральной консоли. Его пальцы уверенно двигались по древним символам. Удивительно, но интерфейс словно сам подстраивался под человеческую логику. Она удивленно наблюдала. Вы понимаете их систему? Нет. Тогда что вы делаете? Он спокойно ответил: ищу не команды. Он улыбнулся. А привычки тех, кто ее создавал. Она не поняла. Но хранитель неожиданно посмотрел на Маркуса с неподдельным интересом. Ты анализируешь не технологию.
а ее создателей. Хранитель впервые за долгое время закрыл глаза. Будто именно сейчас осознал нечто важное. Именно так люди всегда решают невозможные задачи. Маркус пожал плечами. Обычно. Вы изучаете не машины. Нет. Вы изучаете тех, кто их построил. Да. Хранитель тихо произнес. Теперь понятно. Она почувствовала, что начинает складываться еще одна часть огромной загадки. Все цивилизации создавали идеальные алгоритмы. Люди же искали несовершенство. Потому что любое разумное существо однажды обязательно ошибается. Именно эта мысль неожиданно изменила все. На огромной карте появилась едва заметная линия. Маркус заметил ее первым. Не компьютер. Не древний хранитель. Именно человек. Он увеличил изображение. Красные отметки двигались идеально. Слишком идеально. Все они избегали одного небольшого сектора станции. Маркус тихо сказал. Вот оно. Хранитель удивленно посмотрел. Что? Их страх. Она вздрогнула. Страх. Маркус спокойно кивнул. Любой разум избегает неизвестного. Даже тот, который считает себя совершенным. Он указал на маленький участок карты. Они специально обходят этот сектор. Значит, он не договорил. Потому что хранитель уже понял. Там находится сердце архива. Он резко поднял голову. Но никто не заходил туда миллионы лет. Маркус спокойно посмотрел на него. Значит, пора нарушить еще одно правило. Она невольно улыбнулась. Именно так. Спокойно. Без громких речей. Без желания выглядеть героем. Он просто принимал очередное невозможное решение. Но прежде чем они успели сделать первый шаг, по всему комплексу прозвучал незнакомый голос. Он не принадлежал ни хранителю, ни системе станции, ни одному известному существу. Голос был абсолютно лишен эмоций. Человек. Мы просчитали 99,999 тысяч вариантов. Во всех случаях ты погибаешь. Маркус спокойно поднял взгляд. И впервые за всю историю этой встречи ответил без малейшей паузы. Тогда вам придется познакомиться с тем самым одним вариантом. Он сделал шаг вперед, который вы забыли посчитать. Тишина длилась всего одно мгновение. Затем весь комплекс содрогнулся так сильно, что древние колонны покрылись тонкой сетью трещин. Из дальних коридоров медленно появились они. Высокие фигуры, словно сотканные из черного света. У них не было лиц, не было глаз, не было привычной формы жизни. Они постоянно менялись, будто сама реальность не могла удержать их истинный облик. Хранитель тихо произнес. Наблюдатели конца. Даже он говорил это имя с уважением. И с осторожностью. Эти существа не были солдатами. Они были последней стадией цивилизации, которая однажды решила, что развитие Вселенной должно закончиться навсегда. Их логика была безупречной. Если любое развитие неизбежно приводит к войнам, значит развитие необходимо остановить. Если исчезнет выбор, исчезнут ошибки. Если исчезнут ошибки, исчезнут страдания. Миллионы лет они уничтожали не народы. Они уничтожали саму возможность будущего. Один из них сделал шаг вперед. Голос вновь прозвучал прямо в сознании.
Человек. Отойди. Архив будет уничтожен. Маркус спокойно стоял на месте. Он не поднял оружие. Не принял боевую стойку. Он просто посмотрел на них так же спокойно, как когда-то впервые посмотрел на раненую девушку на разрушенной станции. Нет. Ответ оказался настолько простым, что противник словно замер. Логическое обоснование. Спросил холодный голос. Маркус медленно ответил. Потому что память нельзя заменить. Потому что каждая исчезнувшая цивилизация делает беднее всех остальных. Потому что жизнь ценна не тогда, когда идеальна, а тогда, когда имеет право ошибаться. Наступила долгая пауза. Они просчитывали ответ. Миллиарды вариантов. Триллионы вероятностей. Но не находили нужной реакции. Наблюдатели понимали угрозы. Понимали страх. Понимали выгоду. Но они никогда не сталкивались с существом, которое добровольно рискует собой ради тех, кого никогда раньше не встречало. Именно тогда Маркус сделал последний шаг. Он вошел в сердце архива. Внутри не было оружия. Не было защитных систем. Лишь огромная сфера, внутри которой мерцали бесчисленные воспоминания миллионов исчезнувших миров. Хранитель тихо сказал. Теперь только человек может завершить процесс. Она удивленно посмотрела на него. Почему именно человек? Хранитель впервые улыбнулся. Потому что архив анализировал тысячи цивилизаций. Все они принимали решения, исходя из расчетов. Кроме одной. Она медленно перевела взгляд на Маркуса. И, наконец, поняла истинную причину. Ни человеческая сила. Ни технологии. Ни оружие. Главным преимуществом людей всегда была способность выбирать то, что невозможно просчитать. Маркус положил ладонь на поверхность древней сферы. В тот же миг весь архив ожил. Миллиарды голосов одновременно наполнили пространство. Истории. Песни. Мечты. Последние слова давно исчезнувших существ. Все это не исчезало. Оно переходило дальше. Сфера вспыхнула ослепительным белым светом. По всей станции начали открываться древние переходы. Не для бегства. Для передачи архива. Информация одновременно уходила в тысячи неизвестных направлений. Ее больше нельзя было уничтожить одним ударом. Она стала частью самой галактики. Наблюдатели впервые остановились. Они проиграли. Не сражение, а собственный расчет. Их лидер долго смотрел на человека. Затем впервые произнес слова, которых никто не ожидал. Мы ошиблись. После этих слов черные фигуры начали исчезать одна за другой. Без боя. Без поражения. Они просто ушли. Потому что впервые столкнулись с тем, чего не существовало в их математике. Свободным выбором. Когда станция вновь погрузилась в тишину, она подошла к Маркусу. Несколько секунд оба молчали. Потом она тихо спросила. «Почему тогда, на той станции, ты все-таки спас меня?» Маркус посмотрел на бесконечные звезды за прозрачным куполом. И спокойно ответил. «Потому что я увидел не врага. Я увидел того, кто еще мог сделать собственный выбор». Она закрыла глаза. Именно этих слов ей не хватало всю жизнь. С детства ее учили, что человек приносит только смерть. Но правда оказалась совсем иной.
Самой опасной силой во Вселенной были не человеческие корабли, не человеческое оружие и даже не человеческая способность выживать. Самой опасной силой оказалось человеческое решение сохранить жизнь тогда, когда вся логика требовала обратного. Спустя годы галактика будет рассказывать эту историю по-разному. Одни назовут Маркуса безумцем, другие — героем. Третьи скажут, что именно в тот день началась новая эпоха. Но все они будут согласны в одном. Человек действительно нарушил все законы. Именно поэтому сумел изменить будущее. А она больше никогда не боялась людей. Потому что наконец поняла истину, которую ее народ скрывал поколениями. Людей нельзя было предсказать. И именно поэтому они выживали там, где остальные цивилизации погибали.